О, нифига себе, в ВК оказывается есть раздел игр, а я и забыл о ней. Ну, посмотрим, что у нас там. Ох, какая же ностальгия по 2015 году. Думаю, стоит поиграть. Товарищи, здравствуйте, с вами снова я, Дмитрий Резнов, и это новый расстрельный список. Давайте сначала вернемся в те замечательные времена, когда трава была зеленее и солнце ярче. У меня был слабый ПК, и я только и мог что играть в браузерные игры, откуда я вскоре и наткнулся на такой уже в кавычках шедевр. Там было абсолютно все, и самый высокий онлайн, и огромное количество карт, разнообразные режимы, постоянные ивенты, и пусть херовые, но все же комьюнити. Наиграл я в нее тогда порядка под 100 часов, а затем мне купили хороший ПК, и я переключился на основные игры, а не фри-то-плей. И вот, спустя 10 лет, я снова наткнулся на пока еще алмаз детства и решил окончательно поставить точку. Прошла ли она проверку временем и стоит ли в нее играть в 2024 году. Тапаем по иконке, ждем загрузку и переходим на главный экран, откуда сразу получаем бонус целых 1 монету. Я смотрю, щедрость разработчиков не знает границ. Погружаемся в изучение меню, где есть турниры с призовым фондом на день или неделю, но для этого нужно заплатить 2 монетки из своего кармана. Да, целых 6 игроков, которые даже не набрали хотя бы несколько очков. И это при 1,5 миллиона подписчиков, я напомню. Дальше идут ивенты, где при выполнении достаточно муторных заданий вы получаете целых 1 монетку. Разрабы, да куда такая щедрость? Я не знаю, куда девать такие горы металла. Еще есть и специальная плашка, где уже можно сравнительно щедрый приз получить. Но для этого нужно выполнить всего лишь подписаться на группу, поделиться игрой на своей странице и позвать друзей, которых больше не будет у вас, если вы отправите это в 2024 году. Мастерская, где можно прокачивать оружие, это урон, количество патрон в рожке и общий боезапас. За каждую покупку следующая будет вам обходиться на несколько монет дороже. Пункт клан, который никто не будет создавать и развивать теперь. Рейтинг, где указана статистика игрока. Магазин, где можно приобрести сравнительно разнообразное оружие на нынешние реалии, начиная от пистолетов, пулеметов, дробовиков, автоматов, снайперских винтовок и до вооружения, будь что аптечки или броня. Техника, которой нету, а пункт почему-то не убрали. Скины и остальное, будь что премиум на несколько дней, чтобы качаться быстрее. Приступаем к самой игре и режимам. Думаю, там очень много народа. Эх, европейский регион не работает, только СНГ. И все? То есть из стольки карт заполнена только 1 и 2 горец пополам? В субботу-то днем. Ладно, пройдемся по режимам. Выживание, где карты абсолютно пустые и так и не понял, что тут надо делать. Наверное, играть как в обычный майн. Режим резня, где все бегают в свое удовольствие и набивают киллы. Я со своей лопаткой был как белой овечкой среди волков. Вдумайтесь, тебе приходится ударять 5 раз по противнику, а старому игроку 1 раз. И ты покойник. Да плюсом у него радиус поражения гораздо выше. В общем, второй режим и удовольствия я явно не получаю пока. Режим контра, он же аналог КС. Выбираем команду. И боже мой, дайте мне поиграть. Ну пожалуйста. Ну ведь попал ведь. Я не успел заспавниться, а меня уже убили. Пожалуй, задам вопрос чату. Ясно, понятно. Может, на другой карте повезет? А, нет, меня также выносят с 1 выстрела. А я только с 4-го. Разработчики, спасибо за правильно выверенный баланс. Особенно для новичков. Попробуем режим зомби. О, целых 8 игроков. Куда нам такие переполненные сервера? Тут все переходит к тому, что дожидаемся окончания матча, спаунимся за людей, и рандомайзер выбирает 1 игрока за зомби, где тот же в свою очередь должен добраться до всех. Это им явно не составляет труда. Умирают они с 301 выстрела, а вы с 1 легкого тычка. Ну, если вы, конечно, не с имбовым оружием играете. Поскольку в таком случае охота на людишек переносится против вас. Главная фишка, из-за которой стала популярна блокада в свое время, это не только стилистика Майнкрафта, но и возможность что-то сооружать или ломать, что во многих случаях помогает собрать из квадратных блоков окоп или дот. Разрушаются такие блоки не только лопаткой, но и самим оружием. Правда, стрелять придется чуточку дольше. Во всяком случае, если противник поймет, что вы там зашкерились, ему не составит труда оттуда вас выковырять. Ломать можно абсолютно все, но не железные блоки, чтобы вы в случае чего не убежали от этого страдания и ужаса. Можно сказать так, что Battlefield явно не помешала бы эта фишка с разрушением абсолютно многих объектов и возможности законопачивать дырки. Ах, о чем это я? Им некогда. Они думают, как же еще сильнее надругаться над своей франшизой. Режим стройка недоступна. И почему-то разрабы опять не удосужились убрать их. И последний режим битва, где выбираем с горем пополам стороны из 4 разных расцветок и начинается старая добрая мочилова. Правда, вы там тоже удовольствия не получите, поскольку во всех режимах ближний бой стрелковым оружием не то что недоступен. Вы не доберетесь до противника. Тут на каждом углу сидит кемпер. И постоянно непонятно, что и где тебя убило. Для новичка это будет одно страдание. Что по поводу экономики, то ее по-хорошему здесь нет. Когда абсолютно все игроки, а именно в онлайне 60 человек, при 8 миллионов юзеров, что заходили когда-либо в игру, имеют одно имбовое оружие и выучили наизусть, где лучшая точка обстрела, какое оружие ультимативное и прочее. Поэтому не имеет смысла даже стараться копить и качать ранг. Если вы, конечно, не садомазохист, и то если это так, то Souls-like игры подарят гораздо больше эмоций, чем это оно.
Ну хорошо, если все-таки решились пофармить монеток, то можно их получить либо выполнением заданий, что даются ежедневно, либо качанием ранга, либо суточными бонусами. Чтобы, например, накопить на данную пукалку, вам придется заходить в игру на протяжении месяца. Представьте, если бы вы захотели поиграть в GTA 5, но перед этим приходилось заходить 30 дней и выходить, чтобы потом наконец-то приступить к самой игре и получать удовольствие. Разработчики, конечно, поняли всю плачевность такой экономики и подарили целых 3 подарка общей сложностью 160 монет. Ну что же, покупаем топовые стволы и начинаем играть. И знаете, играть уже становится гораздо веселее. Правда, тебя все равно в большинстве случаев имеют задроты. Но теперь ты можешь хотя бы дать им отпор, и у меня лично это неплохо получалось. Чувствую себя немного в кавычках крысой. Сижу и медитативно отстреливаю других немощных и страдающих на данном сервере. Я бы, конечно, хотел перейти к выводам, но разработчики зачем-то выкатили еще 2 проекта, которые, по идее, должны как-то спасти игру. Ну да ладно, разберем доколе. Первый проект — это переход на площадку в Steam. И да, вы немного улучшили графон, но не пофиксили баланс, откуда новички будут отпинываться от имбовых игроков. Разумеется, это понравилось целому одному пласту игроков, а именно задротам, поскольку на горизонте всегда маячило свежее мясо, а других геймеров это затянуло на отрицательное число. Поэтому данная попытка реабилитировать все провалилась полностью. Вторая задумка: тут творцы решили из режима, что когда-то был популярен, но потом покинул чат, а именно Вторая мировая, сделать полноценную игру. И как я люблю, мы разорвем ее на каждую косточку. Что ж, блокада War Stories вышла 8 апреля 2019 года на такие платформы, как целый ПК. Недолго размусоливая, запускаем игру и ставим Full HD и ультра настройки. Игра состоит из всего 5 миссий, и начинаем по порядку. В первом уровне мы выслушиваем мотивационно-неубедительную речь нашего товарища и идем оборонять окопы. Товарищи, вы же неубиваемые, зачем и нужна помощь моя? Продвигаемся дальше и отражаем волну фрицев, и по ощущениям я оборонялся не 5, а целых 25 минут. Сразу отмечу, патрон не катастрофический, но мало. И очень частые явления, когда банально заканчиваются патроны и приходится подбирать оружие неприятеля, где от силы несколько патрон. По вооружению очень скучно и стандартно, без каких-либо новшеств. Такое мы уже видели в абсолютно каждом шутере по Второй мировой. Локации то пересвечены, то наоборот темно, как всем известном месте. Вот, например, вы поняли, что сейчас мы обороняем Москву, а не просто в поле воюем? Нет? Ну вот и я нет, а она есть. Пробиваемся по потемкам и отражаем последнюю волну, и подбиваем целых 3 танка, каждый из которых нужно выстрелить целых 2 раза. Нервов они потрепали, конечно, аминь. Идем в контратаку, которая больше похожа на убийственную вылазку, и зачищаем 3 блиндажа. Я думал, конечно, что в Call of Duty орды NPC, но нет, благодаря этой игре Activision нервно курит в сторонке. После блиндажей зачищаем и движемся для подрыва 2 зениток, а затем снова геноцид и обороняемся 2 минуты. Ну это какой-то просто. Ну сколько можно? Я нахожусь в ступоре. Как немцы дошли до Москвы, если сейчас в меня стреляют с десяток стволов, а я прячусь прямо у них на виду, поскольку патроны кончились. Дожидаемся авиацию и все. Миссия Сталинград. Тот же вопрос. Вы поняли, что это за локация? Вот-вот, и я нет. Разработчики явно не удосужились хотя бы примерно дать каждой локации свои черты. Тут все наши задания заключаются, поскольку мы тихий снайпер. Правильно, прорываться с мясным штурмом. Перебив с несколько десятков морд, уничтожаем минометные точки и двигаемся к церкви. Танки тут, конечно, то косые, то с автоприцеливанием. Выгоняем зазевавшихся фрицев из богоугодного места. Берем, по всей видимости, амбарный ключ Шрека и снова испепеляем 2 минометные точки. А еще босса в виде снайпера. Пожалуй, самая скучная и нудная перестрелка за весь мой геймерский опыт в видеоиграх. Поверьте, в колде 2 это обставлено втройне лучше. Абсолютно неожиданно. Да-да. Приходит подкрепление и следующая локация. А именно, Курская дуга. Опять оборона, зачистка деревни, помощь нашему красноармейцу в защите танка. Господи, сколько же их погорело. За 10 минут танков 30 набито было. Я, конечно, поощряю лишний раз показать нас супергероями, но не до такой же степени. То один экипаж способен целую дивизию положить, если вы, конечно, не под командованием Зиновья Григорьевича Колобанова. Интересные у немцев танки. Все взрываются только с 4-го попадания, и неважно куда. Я все еще нахожусь в непонимании, как эти тигры и пантеры всю Европу поработили, если они меня в упор не видят и заблудились в чистом поле. Подрываем королевский тигр. Пришлось выстрелить целых 28 раз, кружа возле его. Дальше максимально кратко. Играем за партизанов, крадем распорядок поездов, идем к мосту и подрываем его. Эвакуируемся в самом несбалансированном отступлении. Завалили прям легионами фюреголовых. Одним словом, миссия полностью скопирована из дополнения первой колды. И наконец-то мои страдания подходят к концу, как и горе советского народа, ведь дальше нас ждет взятие Берлина.
Какого хера на касках наших товарищей видны германские знаки? Крошим врага народа, подрываем их танки, врываемся с флангом на пулеметные точки и делаем бум в стене метро, чтобы оттуда выйти на основную площадь Рейхстага. Наш гений предложил пойти только нам, поскольку одного солдата они не заметят. Я честно думал, что будет стелс, но нет. Берем пулемет и бежим в одиночку прямо в главный вход здания, где их прям как комаров на озере. Секунду скажу про оптимизацию. Моя 3060 пыхтела на 99%, и просадки были нередкие до 40 FPS. Плюсом мой ПК шумел как двигатель болида Формулы-1. Видно, игра гораздо требовательнее, чем RDR 2 на ультрах. Почему я играю в это? Устраиваем блуди пати в логове зверя, хватаем знамя и в замедленной съемке добиваем остатки неприятеля, чтобы затем поставить флаг. У меня вопрос, вы все у Call of Duty? Вот мне так неудивительно, что об этой игре никто не знает, поскольку там не вспоминать, а забывать как страшный сон надо. Перейдем к выводам. И тут, после такого грандиозного взлета, очень больно осознавать, что блокада умерла. Хоть и останется она в наших сердцах как что-то светлое и мимолетное. Сами судите, графика уже не блещет, экономика уже не будет играть для нового игрока на пользу. При заходе в игру он ее явно дропнет, поскольку сервера уже пустые в подавляющем числе случаев. А где есть игроки, то они настолько перекачанные, что удовольствия с ними играть никакого нету. Возможно ли возвращение легенды? А я вот отвечу, что нет. Были уже попытки и не раз. И после каждого раза игроков все становилось меньше и меньше. Да даже в официальной группе из 1,5 лимонов в активных осталось от силы пару тысяч человек. Да, и тренды поменялись. Сейчас современному зумеру это явно не зайдет. Товарищи, не расстрелять, но отпустить легенду на покой. Пресс F ему. Товарищи, а как вы думаете, есть ли у нее шанс выкарабкаться? Есть ли у вас приятные воспоминания о ней? И в чем причина такого падения? Буду рад это обсудить с вами в комментариях. А так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, уведомления. Переходите в мой телеграм-канал, где будут анонсы новых видео. И главное, возможность самим проголосовать, что я разберу в следующий раз. И знайте, что это за херня.